анализ временного существования. Хотя мы уже говорили о том, что деформация внутренней жизни заключенного в концлагере зависела не только от психофизических причин, а в конечном итоге от внутренней установки самого заключенного, это требует дальнейших пояснений. Психологические наблюдения показали, что, помимо всего прочего, лагерная обстановка влияла на изменение характера лишь у того заключенного, кто опускался духовно и в чисто человеческом плане, а опускался тот, у кого уже не оставалось больше никакой внутренней опоры. Но зададим теперь вопрос: в чем могла и должна была заключаться такая опора? По единодушному мнению психологов и самих заключенных, человека в концлагере наиболее угнетало то, что он вообще не знал, до каких пор он будет вынужден там оставаться. Не существовало никакого срока. Даже если этот срок еще мог обсуждаться, в нашем лагере он был вообще вне обсуждения. Он был неопределенным настолько, что практически становился не просто неограниченным, а вообще безграничным. Один из психологов, указавший на это, определил жизнь в лагере как временное существование. Дополним эту формулировку. Существование заключенных в лагере можно определить как бессрочное временное существование. Вновь прибывавшие в лагерь не знали толком о принятых здесь порядках. Возвращавшиеся должны были молчать, а из определенных лагерей вообще никто никогда не возвращался. И у каждого вошедшего в лагерные ворота все разыгрывалось по одному и тому же внутреннему сценарию. С концом неопределенности приходила неопределенность конца. Невозможно было предвидеть, когда же придет конец здешнему существованию, и придет ли он вообще. Латинское слово «финис» имеет, как известно, два значения — конец и цель. Человек, который не в состоянии предвидеть конец этого его временного существования, тем самым не может и направить жизнь к какой-то цели. Он уже не может, как это вообще свойственно человеку в нормальных условиях, ориентироваться на будущее, что нарушает общую структуру его внутренней жизни в целом, лишает опоры. Сходные состояния описаны в других областях, например, у безработных. Они тоже в известном смысле не могут твердо рассчитывать на будущее, ставить себе в этом будущем определенную цель. У безработных горняков психологические наблюдения выявили подобные деформации восприятия того особого времени, которое психологи называют внутренним временем или переживанием времени. В лагере это было так. Маленький отрезок времени. День, заполненный придирками и понуканиями, казался бесконечным. А большой отрезок, скажем, неделя, во всем однообразии ее дней проходило, казалось, необычайно быстро. И когда я говорил, что в лагере день длится дольше, чем неделя, мои товарищи соглашались со мной. Таким парадоксальным было это тревожное переживание. В этой связи можно вспомнить сходную психологическую ситуацию, изображенную в романе Томаса Манна «Волшебная гора». Душевное состояние людей, находящихся в туберкулезном санатории, нарушено, потому что они тоже не знают, когда смогут выйти оттуда. Они тоже не могут ориентироваться на какую-то цель в будущем. Они также лишены будущего, как и заключенные в концлагере. Один заключенный, которому в свое время пришлось
долго брести в составе длинной колонны новоприбывших с вокзала в лагерь, рассказывал мне, что у него при этом было такое ощущение, будто он идет за собственным гробом. Безбудущность настолько глубоко вошла в его сознание, что он воспринимал всю свою жизнь только под углом зрения прошлого, как уже прошедшее, как жизнь уже умершего. Но это ощущение себя живым трупом усугублялось другими особенностями лагерного существования. Неограниченность срока пребывания в концлагере, замкнутость в нем, в конце концов, делали мир по ту сторону колючей проволоки настолько далеким и недоступным, что он расплывался и терял свою реальность. Нормальная жизнь, люди там, за проволокой, выглядели в восприятии заключенного как нечто призрачное. Он смотрел на этот мир так, как мог бы умерший смотреть оттуда, сюда, на землю, время от времени испытывая чувство, что нормальный мир утрачен для него. Внутренняя жизнь заключенного, не имеющего опоры на цель в будущем и потому опустившегося, приобретала характер какого-то ретроспективного существования. Мы уже говорили в другой связи о тенденции возвращения к прошлому, о том, что такая погруженность в прошлое обесценивает настоящее со всеми его ужасами. Но обесценивание настоящего, окружающей действительности, таит в себе и определенную опасность. Человек перестает видеть хоть какие-то, пусть малейшие возможности воздействия на эту действительность. А ведь отдельные героические примеры свидетельствуют, что даже в лагере такие возможности иногда бывали. Обесценивание реальности, сопутствующее временному существованию заключенных, лишало человека опоры, заставляя окончательно опуститься, пасть духом, потому что все равно все впустую. Такие люди забывают, что самая тяжелая ситуация как раз и дает человеку возможность внутренне возвыситься над самим собой. Вместо того, чтобы рассматривать внешние тяготы лагерной жизни как испытание своей духовной стойкости, они относились к своему настоящему бытию как к чему-то такому, от чего лучше всего отвернуться, и, замкнувшись, полностью погружались в свое прошлое. И жизнь их шла по плану. Конечно, немногие способны среди ужасов концлагеря достичь внутренних высот. Но такие люди были. Им удавалось при внешнем крушении и даже в самой смерти достичь такой вершины, которая была для них недостижима раньше, в их повседневном существовании. Но она заурядным, обычным средним лагерникам, пожалуй, подошло бы высказывание Бисмарка, который однажды заметил, что в жизни, как в кресле у зубного врача, все время кажется, что главное еще будет, а оно уже позади. Перефразируя, можно сказать, что большинство людей в лагере полагали, что все их возможности самоосуществления уже позади, а между тем они только открывались. Ибо от самого человека зависело, во что он превратит свою лагерную жизнь: в прозябание, как у тысяч, или в нравственную победу, как у немногих.